Украинцы в Ирландии, остановитесь, я вас прошу. Это касается не всех, конечно, но очень много людей, которые не понимают, какой им уникальный шанс. Им просто ну, сейчас выпал, хотя по таким, да, очень плохим обстоятельствам, то есть война, то есть люди, да, не от хорошей жизни поехали, но все равно им выпал уникальный шанс остаться, либо прожить вот эту вот довременную защиту в такой прекрасной стране, под названием Ирландия. Многие люди этого не понимают. Начну сразу сдалека, да, с того, что я ходил на языковые курсы 1,5 года, и там была девушка из Колумбии. Вы вдумайтесь, из Колумбии. И вот она приходит на один из да, уроков и показывает нам свой PPS номер. Она его наконец-то получила. Там радости просто было. Она прыгала, я не знаю, просто от счастья она была на 7 небе. Видно, что глаза прям блестят. Почему? 6 месяцев, либо 7 она была в этом лагере, пока ей не одобрили международную защиту. Вы вдумайтесь, Колумбия, просто Колумбия, вообще через Атлантический океан, то есть вообще Южная, да, Америка. А потом, еще когда ей одобрили, да, она уже выехала с этого центра и еще ждала 2 или 3 месяца. То есть в общей сложности минимум 9 месяцев она ждала, чтобы получить PPS. А что такое PPS номер? Это идентификационный код, и с помощью него, да, вы можете начать искать работу. Без него это налоговый номер, да, вы не можете искать работу, вы вообще не можете ничего делать без PPS, не подаваться на какие-то программы, работу искать и так далее. То есть это реально главные, да, вот эти вот циферки и буковки, это главное, что у вас должно быть в Ирландии, чтобы вы полноценно начали жить здесь. И вот она прыгала от счастья. Вы понимаете? Потому что Ирландия закрытая страна. Украинским беженцам выпал уникальный шанс попасть сюда без визы. Вы понимаете, сюда приезжали люди только по рабочим контрактам. И тут этот рабочий контракт нужно было очень сложно его получить. Раз. Как турист тоже там куча различных, как говорится, ограничений, и сюда впускают не всех. То есть по факту украинцу попасть в Ирландию было очень, ну прям очень сложно. И здесь вот такой вот уникальный шанс. То есть, возможно, кто-то, да, поживет и уедет, но вы можете оставить после себя хорошие впечатления об украинцах и об Украине, а не чтобы слово «украинец» синоним к нему, да, был в Ирландии и в остальных странах, во Франции, в Германии, в Италии, то же самое, в Испании. То есть украинец синоним халява. Украинцы на халяву. Украинцы промутить, замутить, что-то украсть, что-то забрать, дебош какой-то. То есть мы все хотим, чтобы об украинцах к ним вот такой вот синоним привязался. Я бы не хотел. Я топил, топлю и буду топить за Украину и за украинцев. Это не обсуждается. Но про некоторых соотечественников просто не хочется, да, принимать, что они таковы являются. Раз. И два, таких просто, ну, желательно им либо успокоиться, вам просто понять, что нельзя так себя вести в чужом доме. Когда вы пускаете к себе, да, в квартиру, в дом, ну, гостей, либо вы приходите как гость, как вы себя ведете? Наверное, более скромней, более культурней, более как-то отзывчивее. И вы подчиняетесь тем правилам, которые вам определил хозяин этого жилища. Да? Если он сказал, все, застолье закончено, все по домам, вы встаете и уходите, вы подчиняетесь этим правилам. А что здесь получается? Здесь получается в отелях этих всех дебош, постоянно руготня, эти холодильники не могут поделить, воруют друг у друга, подставляют друг друга, сдают друг друга. То есть сколько уже у мамочек, да, подставили, вот так мамочки оставляли своих детей, да, это неправильно, ну, свои же сдавали в эту туслу, потому что мамочка не понравилась, косо смотрела друг на друга. То есть я имею в виду, сколько бытовых просто разборок, которые не просачиваются в интернет, это ужас. А драки, попойки. Кто-то скажет, ну ирландцы что же любят отдохнуть. Пятница, суббота, воскресенье там, да, Мейн-стрит в каждом городе гудит. Пабы все забиты, это понятно. Но вы можете понять одно. Они у себя дома. Они у себя дома раз. И два, наши, если начинают гулять, так это еще похлеще ирландцев, что приезжает гарда, разборки, драки, сопли, слезы, побитое имущество разбитое и так далее. А криминал?
самогон гонят, разные травушки-буравушки уже выращивают. Дальше. Езда в пьяном, нетрезвом виде, уже сколько, я открыл только Google, ввел, да, сколько уже приговоров людям, да, которые пьяные украинцы насмерть позбивали ирландцев. Там вот про одного человека 200 километров в час гнал просто на БМВ, просто человека сбил насмерть, ни за что. Это так он, это так, вот такой он беженец, вот так вот его приняла Ирландия, вот так вот должен себя вести настоящий беженец. Или про других товарищей, контрабанда сигарет там просто тоннами чуть ли не возили. Вот объясните мне, для чего это делается? Что мало, мало Ирландия вам помогает? Да некоторые приехали сюда, жизнь увидели. Я прям знаю такие примеры и таких большинство, которые жили в Украине чуть ли не, ну как бы, да, были ниже среднего класса, то есть люди реально жили бедно, и здесь приехали, им пособие, бесплатное жилье, и они просто увидели, как это можно просто жить, а не выживать, не проживать, а жить. И вот потом, когда Ирландия что-то начала менять, сразу страна не такая, погода не такая, люди уже не такие, выплаты не такие. Вообще Ирландия плохая. Если вам не нравится Ирландия, пожалуйста, соберите свои узелки, свои чемоданы, сумки. Вы можете переехать в другую страну, либо вернуться в Украину. Если вы считаете, что Ирландия мало дала украинским беженцам, то я тогда в шоке просто. Я в шоке. А есть такие люди, которых сейчас там перевели на 38, либо переселили, да, в худшие условия. Все, для них это ужасная страна. Как это? А почему, знаете? Потому что у кого-то же лучше. Кому-то лучше, кому-то фартануло. Вот это вот зависть. Сколько можно друг другу завидовать? Я хочу просто понять. Почему у нас каждый хочет другому поставить подножку, перегрызть горло, если кому-то что-то у кого-то получилось, понимаете? Кто-то открыл бизнес, нашел работу, а он не может найти работу. Вот почему тебя взяли, а меня нет? Вот почему? Ну, значит, человек больше постарался, больше просуетился, больше как-то свою жопу с дивана поднял и сделал. Вот и все. Здесь, в Ирландии, все, как говорится, справедливо. Все могут отослать 50, да, будет CV на одну профессию. Выберут одного человека из 50. И даже там будет 3 украинца, да, в этой стопке. Выберут одного. Вот так это работает. То есть выберут лучшего, кто лучше себя преподнес, у кого лучше, возможно, образование. То есть нужно понимать, а у нас тот что-то там оформил, у того лучше жилье. Почему? Да берите вы все в свои руки просто, и все, хватит. Хватит рассчитывать на государство, и хватит уже позорить украинцев. Это просто, ну, трэш. И таких историй, именно которые бытовые, вот этих лагерях, что творится, да, там гарда просто приезжает, чуть ли не каждый день какие-то недопонимания, какие-то разборки. Но сколько можно позориться просто в этой прекрасной стране? Ну, можно же немножко остановиться, свое эго немножко приглушить. Если вам не хочется, да, в этой стране жить, вы понимаете, что после защиты вы вернетесь, да, в Украину, либо, может, переселитесь в другую страну. Например, я и моя семья, мы хотим здесь остаться. Но потом, когда все устаканится, да, когда будет, я буду говорить, что я с Украины, я украинец, будет сразу думать и вспоминать все вот эти истории, мутки с этими ARP, с этими доплатами, с этими выплатами и так далее. То есть с этими всеми поездками, с этим всем отношением, да, все эти айфоны за выплаты. То есть, ну сколько можно позориться просто? Почему нельзя нормально жить и понять, что это жизнь? Всегда будет, что у кого-то будет лучше, у кого-то хуже. Так устроен наш мир. Несправедливость, да, она повсюду, но я скажу одно, что если вы возьмете все в свои руки, пойдете, начнете учить язык, найдете работу, снимите сами жилье и будете сами себя обеспечивать, поверьте, вам будет, знаете, как легко на душе о том, что вы самостоятельный человек, и что когда вас спросят, откуда вы скажете, я с Украины, да, и вы начнете рассказывать, что вы сами снимаете жилье, вы там уже работаете, вы ездите в отпуск, ваш сын занимается баскетболом там, либо еще чем-то, ходит в старшую школу. Ну да, я, грубо говоря, сейчас рассказываю про свою семью, но вот так вот у меня получается. А что расскажет другой человек, когда у него спросят, ты с Украины? Он, да. Ну и что ты, как ты, что ты работаешь? Нет, на выплатах. Где живешь? В бесплатном жилье. А что делаешь? Да ничего, что просто живу, что просто проживаю, гуляю. Ну, вот так вот получается, вот такой вот ответ, и что подумает ирландец. Просто, это неважно, немец, итальянец, испанец, норвежец. Какая разница? И это образно я про всех, да, украинцев, которые ведут себя неподобающе за границей. И тут не имеет никакого отношения язык, украинская мова на русском языке. Вообще, вообще просто. Я
понял одно, что от того, что у тебя паспорт Украины, это еще не значит, что ты настоящий украинец. Ты просто позоришь эту прекрасную нацию, эту прекрасную страну своим поведением. Прекратите просто вести себя как быдло, как люди, которые не видели ничего. Как история была, когда только все началось, да, раздавали бесплатно там палатки, мешки. Люди гребли просто по 10 штук, хотя ему нужна одна. Потом перепродавали их. То есть вот зачем, почему вот такая вот жадность? Это какая-то, это какой-то, знаете, порок украинцев, вот эта вот жадность и зависть. Жадность и зависть. Да порадуйтесь вы, наоборот, за своего соотечественника, если у него все получилось. Напишите вы ему добрые слова, там, не знаю, в Ютубе, либо еще в какой-то социальной сети, либо просто при встрече, если узнали о том, что у него получилось, да. А у нас наоборот, только недоверие, только жадность, только какой-то сразу какие-то конспирология какая-то, как, почему у него есть, у меня нету, какие-то заговоры против вас, против всего, либо против отеля, я не знаю, то есть хватит уже, просто хватит, остановитесь и дружите, любите, а главное уважайте тех людей, ту страну, в которой вы сейчас находитесь, вы в гостях, а в гостях все-таки нужно себя вести культурно, нужно вести себя достойно. А если мы все решили, конечно, оставить в Европе после всего вот этого, когда остановится война, когда все закончится, вот этот весь осадок, да, в Европе, в том числе и в Ирландии, останется украинцы с синонимом халява на халяву, взять, украсть, дебош и так далее, ну тогда нам всем будет очень сложно эту репутацию изменить просто, понимаете, изменить просто, чтобы люди думали по-другому. И вот это самое опасное. Я бы не хотел, чтобы ассоциировались так украинцы не только в Ирландии, в Европе, но и в мире. Надеюсь, и вы. Ставьте лайк, пишите комментарии, если вы согласны со мной, и пишите истории про то, как вы встречали недобросовестных украинцев, которые позорили Украину, да, и нацию под названием украинцы. Пока.